Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео поговорим о ведьмах, поговорим о признаках, о явных признаках, которые укажут, что ведьма вы или рядом с вами. Давайте далее, друзья, более подробно во всем этом разбираться. Женщины-ведьмы – это не о фильмах, это о нашей с вами реальной жизни. Конечно же, такие женщины не носят черные шляпы особой формы, не летают на метле и не варят зелье на костре, не имеют длинные седые волосы, кривые ноги, длинный нос и покрученные пальцы с большими родинками на лице. Они выглядят как обычные женщины. Порой, кстати, имеют очень красивую сексуальную внешность, которая способна запоминаться на долгий период времени, впечатлять всех, кто с ними встретился. Посмотрев хотя бы единожды в глаза ведьмы, забыть этот взгляд просто невозможно, так как создается впечатление, что смотрит она вам в самую глубину души и видит все то, что вы тщательно пытались скрывать не только от других, но и порой от самих себя. Женщины-ведьмы обладают сильной энергетикой, имеют необычайно сильное биополе, и они способны отбирать энергии, если посчитают это нужным, и делиться ними, если будут любить и уважать человека. Их расположение очень тяжело заслужить, так как они очень чувствительны, они всегда знают, когда их обманывают, пытаются использовать в своих целях. Они не только не простят такого отношения к себе, но и обязательно преподнесут урок тому, кто посчитал, что может с ними так поступить. Есть разные категории ведьм. Одни не желают признавать свои силы. Другие же используют их во благо людям, так как умеют предсказывать будущее, убирать болезни, проблемы. Есть и высшая категория ведьм, которая живет отстраненной жизнью, стараясь не пересекаться с людьми, но и эта категория делится на хороших и не очень. Присутствие женщины-ведьмы ощущается на расстоянии, даже если вы не знаете, что она за вами присматривает, так как по какой-то причине решила вам помочь. И вы будете ощущать, как к вам в определенный момент, когда вы ощущаете свое бессилие, со стороны начнут поступать сильные и мощные энергии, которые помогут вам с легкостью со всем справиться. Если же такая женщина близка к вам, либо же это ваша родственница, она всегда будет появляться возле вас в те моменты, когда вам нужна будет помощь. Если у нее спросить, как так получается, что когда она нужна, она всегда рядом, она с улыбкой ответит, что она чувствует. Вы, конечно же, поймете эти слова по-своему, но она действительно вас чувствует на энергетическом уровне. Но если возле какой-то женщины, близкой или мало знакомой, вы ощущаете страх, недомогание, значит, возле вас злая ведьма, и чтобы ей не позволить на себя влиять, нужно обязательно выставить сильную энергетическую защиту, иначе она может принести вам сильный вред. Женщины-ведьмы имеют отличительные черты. К какой бы категории они ни относились, они никогда не будут врать, так как это способно перекрыть их сильные энергетические каналы, благодаря которым они черпают свои силы. Они не похожи на других, они не будут носить одежду, которую носят женщины в их окружении. У них всегда свой стиль, они умеют красиво одеваться. Никогда такая женщина не наденет и одежду из синтетики, так как она будет мешать ей в нужный момент притягивать нужные энергии, а вместе с этим делать ее слабее. Женщины-ведьмы любят носить красивую обувь, обязательно из натуральных материалов, следят за своими ножками, ступнями, они всегда у них ухоженные, так как у них энергетические каналы на ножках более чувствительные, чем у остальных людей, и поэтому они к ним более внимательны. Любят ходить босиком по траве, так как это способно усиливать энергетические каналы и подпитывать их энергетикой, которую они черпают с недр земли. Они могут таким образом избавляться от плохого настроения, ненужных эмоций, нехороших энергий, которые способны подобрать от злой ведьмы, которая решила причинить вред. Эти женщины не любят и сложных отношений, они знают себе цену и не будут тратить свое время на мужчин, которые не готовы принимать их такими, как они есть, и которые любят ставить женщин в неловкое положение. Они и дружить с теми, кто не умеет быть хорошим другом, и то и дело, что от кого-то что-то требуют, постоянно на что-то жалеются,
не умеют радоваться за близких людей, стараются повторять чужой жизненный путь, но могут лениться выбрать свой, так как на это требуется тратить много сил, энергии, а как вы знаете, эти люди ленивы. Каждая ведьма без исключения имеет свою особенную связь со Вселенной, с высшими силами, с природой и со всем окружающим ее миром. Ведьмам для того, чтобы быть сильными, нужно находиться в гармонии, так как с энергиями, которые ее окружают, так и с внутренними чувствами. Если эта гармония покинет такую женщину, то с ней могут безвозвратно уйти и ее силы, ей постоянно нужно чему-то обучаться. Двигаться вперед, практиковать, открывать в себе новые силы и таланты. Порой каждая женщина хотела бы немножечко быть ведьмой, чтобы иметь силы, которые помогут ей разобраться в себе, помочь кому-то изменить свою жизнь, научиться управлять энергиями. Возможно, вы и размышляли когда-то над тем, относитесь вы к ведьмам или же нет, так как что-то порой чувствуете на энергетическом уровне, какую-то свою отличительную особенность от остальных, но объяснить ее у вас не хватает сил или же вы боитесь себе в этом признаться. Но не стоит и этого бояться, так как свои силы возможно обращать во благо себе и тем, кого вы считаете близкими и родными людьми. Если вы, приехав на пикник, гуляя по парку, по лесу, находясь возле воды, чувствуете очень сильный энергетический прилив, силы как будто наполняют вас или вам хочется улыбаться, у вас прекрасное настроение, комфорт наполняет душу, вам в такой момент хочется собрать все, что вас окружает, в охапку и радоваться. Вам необходимо хотя бы один раз в месяц выбираться в такие места, где нет людей, есть природа. Вы ждете этот момент, а выбравшись, старайтесь притянуть как можно больше положительных и светлых энергий, которые будут помогать вам на протяжении остального времени двигаться в желаемом направлении. Вы стараетесь чаще гулять по парку, слушая пение птиц, так как оно создает нужные энергетические вибрации и тем самым делает ваше биополе сильным. Вы это знаете и с удовольствием принимаете данные вибрации в свою жизнь. Вы также любите бегать по утрам, вдыхая глубоко свежий воздух, и дело тут не в спорте, а в том, что вы сами того не понимая, таким образом черпаете жизненно важные силы на весь день. Если порой на подсознательном уровне вы чувствуете, что вам нужно обнять определенное дерево, вы делаете это, и после такого действия у вас в жизни начинается приятный этап. То, что казалось ранее невозможным, с легкостью обязательно осуществляется. Любите путешествия в горы, поездки по морю на катере, вам нравится ходить в походы или спать в палатке. Вы обожаете цветы, имеете их в доме очень много, и у вас с ними особенная связь. Они все ухоженные, красиво цветут, быстро растут, имеют крепкие листья без повреждений. Вы разговариваете с ними и чувствуете, что они вас слышат, помогают в нужные моменты и подпитывают. Когда идет дождь, гроза, вы получаете от этого удовольствие, вы чувствуете энергетический заряд сил. А все потому, что в такие моменты энергии более сильные, а вы с ними имеете тесную связь. Вот они вас и подпитывают, наполняя светлыми и радостными эмоциями. Вам нравится за ним наблюдать, слушать звук, который он издает, и это успокаивает вас. Вы любите животных, особенно котов, и злитесь, когда видите, что кто-то обижает живых существ. Никогда не пройдете мимо таких людей, чтобы не заступиться за того, кого они обижают. У вас в доме есть животное, с которым у вас очень тесная связь. Оно от вас не отходит, оно спит с вами, постоянно старается заигрывать, чтобы вы к нему прикасались, гладили его. И если у вас есть семья, вы для него любимец из всех членов семьи. Если это кот, он приходит к вам. Когда вы грустите, он чувствует, что вам плохо, он старается помочь, и после того, как он посидит у вас на руках или же полежит возле вас, вся грусть и все проблемы отходят на задний план. Вы вновь обретаете уверенность в себе и в своих силах, и это происходит потому, что он дает вам силы, которые нужны, чтобы с этим справиться, ведь природа любит вас, а животные любят вас. Животное относится к вам по-особенному. Даже когда вы идете по улице, уличное животное может подойти к вам, положить голову на колени, либо обратить на себя ваше внимание, чтобы вы его погладили. Выезжая на природу, вам на глаза могут показываться дикие животные.
так как они чувствуют вашу энергетику. Вы можете увидеть лису, когда другие не будут ее видеть, или же недалеко от вас пройдет олень, не боясь, что вы причините ему вред и так далее. Животные могут приходить к вам за помощью. Если такое происходит, сделайте все возможное, что от вас зависит, так как они чувствуют вас и понимают, что только вы способны ее оказать. Вы чувствуете, что вам нужно провести определенный ритуал. Вот вы проснулись утром, ни о чем не думали, но в определенное время к вам поступают мысли, которые подсказывают, что вам нужно сделать. И на самом деле эта Вселенная помогает и указывает на то, что стоит восстановить, обновить или же притянуть, так как для этого в данный момент самое подходящее время, которое нужно использовать себе во благо. Вчера вы убрали, но сегодня, вернувшись домой, чувствуете, что что-то не так. Вы начинаете раскладывать вещи и предметы по-новому, так как это вызывает ваше внутреннее чувство, подсказывая вам, как должно быть, чтобы светлые энергии начали свободно передвигаться, поступать к вам именно в этот момент. Вы ощущаете силу Луны и знаете, что она может сделать вас намного сильнее. Вы ощущаете вашу связь более крепкой в такой период и любите ритуалы, которые связаны с фазами Луны. Все это также на интуитивном уровне у вас происходит. Также вы знаете, как призвать силу Солнца себе во благо. Когда вам грустно, вы стараетесь быстрее выйти на улицу, посмотреть на Солнце, подставить ему ладонь, принять его помощь, и в этот момент все тревоги покидают вас. Больше ни о чем вы не переживаете, и вы знаете, что вы настолько сильны, что с легкостью сможете справиться с любыми неприятными моментами, которые на данный момент пришли в вашу жизнь. Ведь вы не одни, а с вами мощные энергии и сама Вселенная. Вам нравятся травы, вы любите травяные чаи, вы обожаете окуривать дом энергетически сильными травами, так как снова-таки знаете, что они способны помогать вам во многом, соединять вас с природой и высшими силами. Вы черпаете от этого нужной энергии, можете делать это в любой день, момент, полагаясь на свое внутреннее чутье. Вы любите собирать и сушить травы, такие как мелиса, крапива, ромашка, лепестки роз, мята, лаванда. Вы расставляете такие букетики по дому или же развешиваете в нужных местах. Вы знаете, как к какой травке и в какой момент обратиться за помощью. Это качество касается ведьм высшей категории. Это у них уже врожденные. Такие женщины-ведьмы могут на подсознательном уровне проводить ритуалы, о которых никому не известно. И эти знания на энергетическом уровне передаются от предков через много поколений. Вам нравится с ними работать, и вы получаете от этого удовольствие. Вы любите все, что связано с магией, начиная от различных фильмов до книг, обрядов, ритуалов, народных примет, амулетов и так далее, и так далее. Вам нравится жить, соблюдая правила, которые вы выбираете из множества, и никто не может сбить вас с этого выбранного пути. Вы чувствуете энергию людей, которые вас окружают, но не только их. Также вы ощущаете энергетику мест, которые их посещаете, энергетику зданий, энергетику окружающей среды. В старых особняках, дворцах, на различного рода экскурсиях вы можете ощущать непонятное вам чувство. Дрожь и страх будут пробегать по телу. Казаться, что у вас кто-то стоит. А все потому, что вы ощущаете энергию тех, кто ранее тут жил. А возможно и то, что это место с проклятой энергетикой, что в нем присущи злые сущности, которые на протяжении многих лет совершали негативное воздействие на всех, кто присутствовал в этом месте. Вы можете ощутить неприятное ощущение и на дороге, или же зайдя в квартиру с красивым ремонтом. Это может быть из-за ощущения аварии, которая там произошла, или из-за пожара. У вас очень сильная интуиция. Вы знаете, что вас ожидает впереди. Как обойти неприятности, неудачи, вы можете просчитать наперед многие шаги окружающих людей, так как вы ощущаете, когда они не договаривают правду, а когда стараются схитрить. Вы, глядя на человека, можете о нем многое сказать, даже при первой встрече. Ваше мнение, которое возникает при первой встрече, обязательно будет оправданным в дальнейшем, даже если вы по какой-то причине посчитаете, что в чем-то ошиблись. И очень скоро вы увидите,
увидите, что это не так, что ваше первое мнение никогда не обманчиво. Вы верите своей интуиции, вы полагаетесь на нее, так как знаете, что она у вас особенная, что способна на то, что не способна интуиция других людей. Часто она выручала вас и порой даже спасала из ситуаций, о которых вы не подозревали, но выходили из них с наименьшими потерями. Вы видите вещи и сны. Порой они вас пугают, так как вы не знаете, как это использовать в своей жизни. Как с этим справляться, если у вас есть такая способность? Изучайте больше знаний, связанных со снами. Это поможет вам во всем разобраться и использовать их себе во благо. Можете во сне видеть и умерших родственников, которые порой могут даже утомлять своим присутствием. Анализируйте, кто и когда вам снится. Так вы сможете распределить, кто к приятным событиям, новостям, а кто же к неприятным жизненным моментам. Не бойтесь этого. Снова-таки научитесь использовать себе во благо, даже если на то, чтобы разобраться, понадобится много сил и времени. Но ведь лучше предугадать какой-то результат и воспользоваться помощью, чем допустить его в свою жизнь и затем исправлять от него последствия. Также вы очень мудры. Вы умеете делать выводы, способны извлекать уроки, что помогает вам переходить на новый уровень. Вы способны относиться с уважением к тем, кто нуждается в вашей помощи, тем, кто подходит вам на энергетическом уровне. Вам нравится, чтобы с вас брали пример, и вы не позволите никому над собой насмехаться, так как слишком самолюбивы. Поэтому даже если с первого раза у вас что-то не получилось, вы обязательно сделаете так, чтобы результат вас порадовал. Женщины-ведьмы не совершают поспешных действий, не принимают необдуманных решений. Они сначала наблюдают, делают выводы, а только затем начинают действовать. Они способны располагать к себе. Людям нравится ваше общество. Еще один нюанс, который указывает на то, что вы ведьма. Используйте, друзья, эти знания себе во благо. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк этому видео. Обязательно поделитесь этим видео с теми, кому вы знаете, что это видео и эта информация будет полезна и важна. Ну а прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше. И смотрите, друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.